Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание чистому четвергу и поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, а чего категорически нельзя делать. Вы знаете, чистый четверг считается одним, наверное, из самых важных дней Страстной недели. И традиционно он отмечается за 3 дня до великого праздника Пасхи. И в 2022 году, в этом году, приходится на 24 апреля. Ну и, соответственно, чистый четверг у нас будет 21 апреля. А в этот день, в чистый четверг, в церкви упоминают о тайной вечере, установлении обряда святого причастия, омовении ног Сыном Божьим своим ученикам, молитве Христа в Гефсиманском саду, а также о его предательстве Иудой Искариотом. С четверга и до воскресенья в православных храмах церковные службы посвящены последним дням жизни Иисуса на земле и его страданиям. Тем, кто идет в этот день в храм, нужно принести домой свечу. Раньше верили, что она помогает именно в лечении болезней. И именно с чистого четверга начинается масштабная подготовка к Пасхе. В этот день нужно сделать генеральную уборку. Считалось, что если вы хорошенько приберетесь в доме, то в этом доме появится радость. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь вымыть окна, двери, стены, полы, очистить от пыли потолки, а также выбить ковры и дорожки, постирать портьеры и прочий текстиль. Когда будете делать уборку, то, вы знаете, после этой уборки, хоть вы будете, возможно, и уставшими, но жить станет намного легче и приятнее. Недаром считается, что в этот день можно очиститься не только от грехов, но и от мирской суеты. И задача каждого в чистый четверг провести очищение. Поэтому необходимо вынести весь ссор из дома. Соберите хлам, паутину, а вместе с тем и всю негативную энергию, которая успела накопиться за целый год. И начинать уборку советуем с очищения икон и лампад, если таковые имеются у вас в доме. Если нет, то можете как раз купить себе в дом красивую икону и основать новую семейную традицию. Также не забудьте избавиться от любого хлама. Рваные, изношенные вещи вынесите на мусорник, а те, что могут пригодиться другим людям, отложите в сторону. В чистый четверг не принято отдавать вещи другим людям, чтобы из вашего дома не ушло благополучие, поэтому выберите для благотворительности другой день. И в чистый четверг, друзья, начинают печь куличи, красить яйца и разрисовывать писанки. Тесто ставят с самого утра, чтобы оно хорошо поднялось, а ближе к вечеру, прочитав необходимые молитвы, принимаются за выпечку. Стоит помнить, что печь пасхальные куличи нужно только в чисто убранном доме. И, кстати, потому какой получилась у вас выпечка, судят и о грядущем годе. Если куличи мягкие и пышные, он будет удачным для вас и для вашей семьи. Если же выпечка не удалась, то год обещает быть непростым. Конечно же, в этот день хозяйки готовили и специальную четверговую соль. Обычную соль заворачивали в тряпку, перекаливали в печи и затем толкли и просеивали, веря, что именно такая соль лечит людей и домашний скот. Ну а чтобы уберечь дом от несчастий, в чистый четверг в жилье приносили вереск и можжевельник, веточки которых прикрепляли к входной двери. Есть еще одна народная примета, которая касается и дел любовных. Считалось, что если девушка отдаст нищим полотенце, которым она вытиралась в чистый четверг, и крашеные яйца, и кулич, то она встретит свою любовь.
Также помним о том, что именно в чистый четверг ни в коем случае нельзя давать ничего из своего дома. Даже если зашла соседка за мукой или солью, лучше откажите, потому что вместе с продуктами вы можете отдать мир и благополучие. Также нельзя давать деньги и брать их в долг. Если в чистый четверг пересчитать все деньги в своем доме, то на протяжении года будет достаток. Считать нужно деньги утром, полдень и ближе к ночи. Причем делать это надо втайне, не только от чужих людей, но и от домочадцев. Также обращаем ваше внимание, что когда вы будете убираться в чистый четверг, советуем грязную воду выливать за пределы дома, в камни или на дорогу, где ничего не растет. Таким образом, вы будете избавляться от суеты и от негатива. Если у вас уборка окончена, то постарайтесь хотя бы в эти дни не замачивать надолго грязную посуду, а омойте ее сразу после еды. Также нельзя замачивать и грязную одежду. Вообще ничего грязного перед Пасхой не должно быть в вашем доме. Конечно же, воздержитесь и от ругательств, споров, уныния. До самой Пасхи, после чистого четверга, не нужно убирать в своем доме. Считается, что если нарушить это правило и начать уборку в пятницу или в субботу, можно засорить глаза лежащему в гробе Христу. И согласно верованиям, празднику Пасхи радуются все без исключения, даже неодушевленные предметы. Поэтому, если вы вымоете каждую вещь в своем доме, то можете быть уверены, что благодарность не заставит себя долго ждать. Также обращаем ваше внимание, сами ни в коем случае не принимайте ничего из рук незнакомых вам людей, да и знакомых, наверное, тоже. Потому что люди идут на что угодно для того, чтобы решить свои беды и проблемы. И, кстати, очень активно под эту раздачу могут попасть и дети, и ваши близкие люди. Поэтому особенно будьте внимательны, когда вам что-то дают в чистый четверг, и вам нужно отказаться. И, может, вы обращали даже обращали внимание на то, что вы пытаетесь отказаться, а человек во что бы то ни стало пытается вам вручить, чтобы вы взяли в руки ту же еду, мелочь, какие-то вещи. Также, наверное, вы обращали внимание, что на рынках делают торгаши, там, где наличными деньгами платят. Не все, конечно, но те, кто пытаются именно заняться черной магией. Так отдают денежные проблемы через горстку мелочи, там те же 10-50 копеек, рубль и так далее. И таким образом они пытаются отдать под видом сдачи. И будьте, пожалуйста, осторожны, потому что вы можете взять и тем самым забрать то, что не пытается вам передать, потому что от денег мало кто отказывается. Кроме того, пожалуйста, научите детей, чтобы те не брали никогда ни у кого и ничего, не только в чистый четверг, потому что бабки, всякие колдуны любят прикинуться милым человечком, который желает, например, угостить малыша конфеткой, а потом у ребенка происходят не очень хорошие ситуации в жизни. Вы должны понимать, что у всех людей разные моральные принципы, и стоит об этом помнить. Пожалуйста, еще раз, детей научите, что ни в коем случае ничего нельзя брать из чужих рук, потому что дети очень любят сладости, и этим их могут купить. Также в чистый четверг возьмите себе за правило на телефонные звонки отвечать не слово «да», как мы привыкли, да, у нас прямо это как-то прошито в нашем мозгу, что вам звонят, мы всегда берем трубку, да, нажимаем на кнопку и говорим «да». Забывайте об этом слове, а скажите «слушаю» или «алло», потому что таким образом, когда вы говорите слово «да» на телефонный звонок, то таким образом вам передают негатив и перекладывают грязь. И пока гудки идут, наговаривается информация, когда в тот момент, когда вы отвечаете на звонок, вы даже не слышите, как проговаривается, например, слово «согласен», да, или «согласный». Человек отвечает слово «да».
не зная, на что он даже согласился. Поэтому, пожалуйста, прямо запишите себе в чистый четверг и вообще по жизни говорим «слушаю» или «алло». Также, если вы нашли что-то подозрительное, ни в коем случае не берите это руками. Смотрите также внимательно, во что вы наступаете, потому что в целом обращайте внимание на то, что вот в чистый четверг люди говорят, как они себя ведут, поведение их, потому что это все говорит о том, что люди в этот день могут магичить. И многие люди считают, что с помощью магии они могут избавиться от каких-то проблем, своих каких-то неприятностей и так далее. А вы, не зная, вот тем самым можете взять это в себе, в свою жизнь. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, будьте все-таки внимательны и осторожны. Теперь вы знаете, что в чистый четверг нельзя брать в руки, вообще как себя нужно вести, что нужно говорить, для того, чтобы вам не прилипло никакой негатив, никакая нечисть и так далее. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании будет к этому видео. Также обязательно ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. На интуитивном уровне выберите то видео, которое вам больше интересно и полезно. Смотрите, это подсказки от высших сил. Всех с наступающими праздниками. Желаем всем мира, любви, гармонии. И, друзья, уже услышимся с вами в следующем видео.